Всем привет! В этом видео хочу снова поделиться тем, что я прочитала и то, что мне понравилось. И эту книгу я нашла совершенно случайно, на самом деле я не собиралась вообще никак ее читать, а все дело в том, что я слежу за такой исследовательницей, как Анджела Дакворт. Она написала книгу «Грид», но на самом деле она проводит очень масштабные интересные исследования, я как раз за исследованиями ее и слежу. И она сейчас ушла в поведенческую психологию, как там влиять, мы на наше поведение влияем, как и на нас можно повлиять и так далее. В общем, очень интересная вся эта история, у нее там большой проект, и, в общем, оказалось, что одна из ее коллег, соавторов этих всех проектов написала книгу, которая основана как раз-таки на большинстве этих всех исследований, и я не смогла ее не прочитать. Коллегу зовут Кэти Милкман. И книга называется «Как меняться». Собственно говоря, здесь рассказаны все аспекты того, как мы можем измениться, но в ключе немножечко другом, не таком, как нам обычно рассказывают. Потому что, когда мы думаем о том, что мы должны поменяться, мы должны что-то изменить в своей жизни, мы думаем об ограничениях, что мы как-то должны в жесткие какие-то рамки себя заковать, либо мы надеемся на силу воли, когда вот мы все старое отметаем, все новое привносим, и за счет силы воли мы вот как-то должны выехать и все это сделать. В общем, ни одна из этих стратегий на самом деле не работает, потому что, в принципе, наш мозг, наш организм заточен на то, что меняться – это нехорошо. То есть, как только мы находим более-менее комфортный и работающий вариант, мы его, скорее всего, повторяем, потому что он работает, и мы к нему привыкаем, и как бы что-то менять – это очень сложно. Например, если у вас есть какой-то путь к работе, к которому вы привыкли, но там какие-то изменения произошли, не знаю, тротуар неудачно переложили, как-то переход убрали или еще что-то. То есть создался какой-то дискомфорт, но вы все равно ходите по одному и тому же пути, потому что вы привыкли, потому что поиск нового пути – это дискомфорт, это то, что для вас непривычно. И как раз-таки автор книги говорит о том, что не нужно идти против себя, нужно просто знать свои особенности и подстраиваться под них, то есть как-то варьировать между ними, что-то там немножко убирать, где-то подстелить, где-то предотвратить и так далее. В общем, не идти против своей природы, а идти вместе с ней, зная, что она делает с нами, в общем, все это организовывать. То есть, в принципе, здесь рассматриваются те как бы влияния, которые на нас есть, на наше поведение, которые могут препятствовать нашим изменениям, в общем, как с ними быть, как между ними лавировать для того, чтобы по-настоящему получить конкретные изменения, но такие, чтобы они остались в долгосрочной перспективе. То есть здесь не идет речь о каких-то краткосрочных вещах, что вот вам нужно один-два раза что-то сделать, а о тех вещах, о которых вы задумываетесь, что вы хотите привнести в свою жизнь, чтобы они остались на долгие-долгие года, века и так далее. И прежде чем я по пунктам буду рассказывать все, что здесь есть, ну, какие-то вот основные вещи, основные мысли, за которые можно зацепиться и которые помогут вам конкретно сейчас, что очень хорошо, потому что книга очень практичная. Я как раз-таки поговорю о книге. Во-первых, она очень тонкая, как мне показалось, что очень мало. На самом деле здесь такая верстка, что очень мелкие буковки, правда, здесь такой отступ, но как-то немножко такое нестандартное, мне кажется, расположение, не характерное для мифа, и, в принципе, они очень часто такими, знаете, большими алфавитными буквами пишут, но здесь это немножечко по-другому. В общем, книга написана достаточно простым, понятным, очень разжеванным языком, очень много практических примеров, очень много практического применения со всякими вот вариациями и так далее. В общем, читается очень легко. В принципе, если вы захотите, можете вообще за один день это все прочитать, но на 2-3 вечера лучше разбить, чтобы немножечко переварить информацию. А так, в принципе, каких-то затыков, сложных слов, каких-то словообразований, через которые вы будете пробираться, здесь нету. Единственное, что, честно признаюсь, я бы 1/3 отсюда отняла, потому что иногда прям хочется чуть-чуть короче. То есть, в принципе, вначале идет такое вступление, типа на живом примере, как это все происходит, и из чего вытек, там, например, определенный совет. Потом идет сам совет, и потом он разжевывается в разных ситуациях. И иногда это утомляет, честно признаюсь. Но
В принципе, интересно. Для единичного чтения интересно. Потом немножко покопаться можно. Для тех, кому интересно как раз-таки исследования, можно покопаться. Но чего не отнять у этой книги, это практичности. То есть вы можете прочитать, сразу пойти сделать, внедрить в свою жизнь и действительно улучшить качество своей жизни, потому что все эти советы основаны не на чем-то таком абстрактном, а на конкретных исследованиях и самой этой Кэти Милкман, и Анджелы Дакворт, и на других исследованиях. То есть здесь очень хорошая, надежная научная база. А теперь давайте все-таки разберем каждую главу поподробнее и я поделюсь советами из этой книги. И первая глава называется «С чего начать?». И самый основной совет, самая основная мысль – это то, что всегда легко начинать с чистого листа. Потому что меняться очень сложно, это все такое дискомфортное. Но когда у нас впереди какая-то дата, какая-то веха вашей жизни, переезд, Новый год, день рождения, какой-то праздник, ну, в общем, что-то, от чего отсчитывается, знаете, вот как сначала. Вот у вас там день рождения, у вас следующий год – это уже что-то новое, интересное. В общем, вот это самое предвосхищение какого-то нового начала, оно помогает вам запустить изменения. То есть изменение в этом случае не кажется чем-то дискомфортным, а чем-то, наоборот, привлекательным. То есть вас ждет какая-то новая невероятная жизнь, что у вас что-то изменится, что-то вот... И это помогает вам запустить, собственно говоря, процесс. Потому что самое главное, ну, такой самый сложный, это первый шаг. То есть переступить его, начать все это дело. И как раз-таки нам советуют подыскать какую-нибудь подходящую веху, дату, не знаю, даже если это просто будет понедельник, новый месяц, Новый год, там, не знаю, именины, все что угодно. То есть поищите то, что вас вдохновит, то есть какое-то новое начало, и накачайте себя, что вот это что-то такое значимое, эта дата важная, что она вот поменяет все в вашей жизни, вы можете начать сначала. То есть у всех просто еще есть груз каких-то попыток, неудачных зачастую, что мы что-то пытались, у нас не получилось, и потом это все как-то так тянется, в общем, неудачно. А когда вы себе говорите, что вот да, это все было, я, конечно, пытался, но вот у меня есть новый старт, и все получится, тогда у вас, скорее всего, все получится. То есть это поможет вам сделать вот этот первый шаг, даст вам нужный импульс, и вы все-таки начнете с чистого листа. Вторая глава нам повествует об импульсивности. Импульсивность – это когда мы соглашаемся на какие-то симминутные удовольствия, сиюминутные слабости и так далее. То есть когда у вас есть какая-то глобальная цель, но вот здесь есть диванчик, здесь есть сериальчик, и вы как бы все-таки делаете решение в пользу, импульсивное как раз-таки решение в пользу этого всего. В общем, как этого всего избежать? Потому что в любом случае мы всегда хотим каких-то немедленных удовлетворений, мы всегда хотим все немедленно. То есть мы, в принципе, опять-таки, мозг любит, чтобы все и сразу. Какие-то там далекие, непонятные мечты и цели, которые непонятно, когда еще свершатся, это все ему не интересно. Поэтому нужно немножечко себя как бы в этот момент знать, понимать и что мы можем с этим сделать. Во-первых, мы можем подсластить себе пилюлю, то есть любые действия, которые ведут к изменениям, скорее всего, они не самые веселые, не самые классные, и нужно как-то их немножечко разнообразить. То есть добавьте веселье, добавьте удовольствие. Я об этом говорила еще в «Атомных привычках». Это, в принципе, хорошая вещь, когда вы что-то неприятное облекаете во что-то более приятное, то есть как-то добавляете комфорта и так далее. То есть здесь больше идет речь о том, что когда мы думаем об изменениях, мы забываем, что это будет дискомфортно. И нам кажется, что наоборот, дискомфорт, он поможет нам, что вот мы немножко себя поломаем, мы так немножко преодолеем, и это на самом деле пойдет на пользу. Но это работает против нас, потому что мы не хотим чувствовать дискомфорт. Один-два раза вы себя поломаете, но больше вы не захотите. Поэтому нужно как-то сделать ваши изменения более комфортными, более приятными. Также можно связать с чем-то приятным, то есть каким-то вашим искушением. То есть если вы так сильно хотите посмотреть новую серию сериала, сделайте что-нибудь до этого, скажите себе, что я там буду сидеть, читать, и потом посмотрю сериал. Это очень простая, но очень действенная вещь, которая по-прежнему работает, потому что она построена на том, что у нас есть то, что мы хотим, но перед этим мы можем сделать то, что мы не очень сильно хотим, но вместе они сочетаются очень прекрасно, и вы как бы и не будете себя сильно гнобить, прям как-то переламывать,
но при этом сделайте то, что вам нужно. Третья глава повествует нам о прокрастинации. Это когда у нас есть куча дел, но мы делаем все, что угодно, только не эти дела, но при этом себя накручиваем о том, что нужно вообще-то было бы сделать. В этом случае нам советуют то, что нужно предвосхищать какие-то свои искушения, то, что вот вы знаете, что, скорее всего, там, если вы куда-то пойдете, там будет, например, очень вкусно, и вы можете сорваться со своей диеты, и никакая сила воли, конечно, здесь уже не поможет, когда будут какие-то запахи. В этом случае вы не идете в это место, например, в соседнее, там, не знаю, договариваетесь с кем-то пойти не в Макдональдс, а в какое-то кафе более дорогое, где вам будет жалко потратить какую-то сумму на булочку, поэтому вы будете аккуратненько пить кофеек, чаек и так далее. То есть вы должны все время продумывать, а что может вас сбить с пути, что может вас подкосить. Например, ну, то же самое убирание телефона, когда вы занимаетесь делами, потому что мы рефлекторно уже таскаем этот телефон, проверяем там все это дело. Но если он хотя бы пропадет с поля нашего зрения, это уже сильно ослабит наше желание туда залезать. Следующее, что мы можем для себя сделать, это ограничить себя. То есть какое-то временное ограничение, когда вот вы себе говорите о том, что вот я за 2 часа сделаю вот это, вот это, вот это, и все. То есть я к этому больше не буду возвращаться, мне нужно успеть как бы за это время. То есть на нас хорошо действуют ограничения по времени, на нас хорошо действуют ограничения в деньгах. То есть, например, когда вы себе выделяете какую-то сумму, например, если вы не хотите потратить больше, или наоборот, вы хотите сохранить деньги, и вы себе какой-то еще штраф можете назначить, что если вы что-то там не сделаете или сделаете, вы потом заплатите штраф. Это очень хорошая стимуляция для того, чтобы мы себя вели определенным образом. То есть такие маленькие ограничения на самом деле нам очень сильно помогают. То есть в книге написано, что мы сами на себя надеваем наручники, но это временно, и это нам действительно помогает. Следующая глава называется «Забывчивость». Это очень интересная вещь, потому что нам автор говорит о том, что большинство вещей делается не потому, что человек не хочет, не потому, что у него какие-то внутренние конфликты или еще что-то, а просто из-за банальной забывчивости. То есть не имея под собой никаких особых каких-то причин, просто человек забывает, потому что, скорее всего, это что-то, что выбивается из вашего обычного графика, то есть то, что вы не привыкли сделать или еще что-то, то есть какие-то звонки, какие-то действия, которых нет в вашей повседневности, вы просто про них забываете. Это нормальная история, это тоже такое бывает, особенно в начале, если вы что-то хотите ввести в свою жизнь, вы поначалу будете просто банально забывать об этом, потому что, это не в контексте вашей жизни, это что-то такое вне, и нужно себе напоминать. Напоминание работает очень-очень хорошо, но они работают в том случае, если после напоминания вы сразу можете сделать действие. То есть если вы себе напомните о том, что мне нужно позвонить бабушке, если вы сразу не идете, не звоните бабушке, вы, скорее всего, забудете. То есть в этом случае нужно, если вы хотите поставить себе напоминание, ставьте его на то время, которое, скорее всего, будет удачно для выполнения этого дела. Иначе вы, опять-таки, забудете, если у вас будут какие-то такие напоминалки, какие-то стикеры, они плохо работают, потому что они находятся в вашем пространстве, и периодически вы к ним возвращаетесь. Поэтому напоминание и сразу действие работает. Еще работают различные маркеры, когда вы ставите время, место или контекст, или обстоятельства из серии «Мне нужно зайти в аптеку», и я себе говорю о том, что я пойду в магазин, и я потом зайду в аптеку. То есть можно как раз-таки проговорить себе об этом, высказать свое намерение, что когда вот я туда пойду, мне нужно зайти еще и в аптеку. Или когда я буду, не знаю, чистить зубы, я обязательно почищу еще зубной нитью. То есть когда вы ставите психологический маркер, что вот в этом контексте, в этом времени, в этом в чем-либо, в общем, месте, вы будете делать какое-то дополнительное действие, и когда вы окажетесь в этих обстоятельствах, то, скорее всего, ваш мозг подскажет вам, что вы что-то там хотели. Возможно, вы не сразу вспомните, что вы хотели, но все-таки это вам хорошенечко напомнит, особенно если вы проговорите это. То есть нужно обязательно сформулировать очень четко свое намерение, что вот в это время, в этом месте я буду делать определенные действия, тогда, опять-таки, выполнение вашего действия, вашей задачи очень сильно возрастает. 5 же глава повествует нам о лени и о том, что лень, да, у нас у всех она есть, это
нормальное состояние человека, потому что, в принципе, как я и говорила, что мы хотим делать минимум движений, минимум изменений, а лучше, чтобы мы лежали и нас вообще никто не трогал. Это нормальная ситуация, и как и любые изменения, это какие-то, опять-таки, дискомфорт и так далее. В общем, нужно, опять-таки, сделать их более комфортными, более минималистичными, какими-то пошаговыми, то есть вводите какие-то изменения не прям нахрапом, а потихонечку, мягенько, создавайте цепочку неразрывную. Это тоже очень хорошо помогает, когда вот вы каждый день делаете одно и то же действие, по чуть-чуть, может быть, вы как-то увеличиваете. Если, например, там, вы хотите больше читать, начинайте с одной страницы, и потом постепенно наращивайте. Возможно, вы там за вечер будете читать большой объем, но постепенно, опять-таки, чтобы вам было не лень это все делать. Потому что если вы уже изначально о ваших изменениях думаете о том, что это лень, это не хочется, это надо сильно прям постараться, а я этого не хочу, скорее всего, эти изменения вообще никак не приживутся. То есть, не знаю, там, купите себе удобную обувь, если вы хотите больше гулять, чтобы вам было комфортно это все делать, и так далее. То есть вам нужно немножечко продумать, как это внедрить в свою жизнь, чтобы вы при выполнении действий делали минимум усилий. А также нужно обязательно оставлять себе гибкость, то есть иногда привязывание прям к четкому времени, к обстоятельствам очень сильно такое, знаете, жесткое, что вот либо сейчас, либо никогда, это мешает. То есть да, это в принципе хорошо, но бывают обстоятельства, когда не получается это, какие-то внешние обстоятельства меняются, что вы куда-то переезжаете и так далее. И тогда ваши изменения, ваша привычка может просто исчезнуть, потому что вот те жесткие рамки, которые у нее были, они исчезают, и как бы вам не к чему прицепиться. Поэтому нужно всегда иметь гибкость и думать о том, что вот если я в этот момент не сделаю, но все-таки в конце дня, например, я все-таки к этому вернусь и так далее. То есть нужно всегда себе немножечко позволять сделать, возможно, иногда в полсилы, сделать половинку, но все-таки сделать. То есть нужно быть к себе нежнее, добрее и относиться с большей заботой, чем мы иногда это делаем. Следующая глава одна из моих самых любимых, потому что здесь очень интересная мысль, которую я себе повторяю. Глава посвящена уверенности в себе, и самая основная как бы мысль этой всей главы состоит в том, что вот если даже вы в это не верите, в какие-то ваши изменения, что у вас что-то получится, то, скорее всего, этого и не произойдет. Как часто мы приходим к каким-то вещам, что вот мы хотим что-то сделать, мы хотим что-то привнести, но при этом внутри себя мы говорим: да, опять не получится. Опять я это уже делал, мне ничего не получилось, да я такой слабый, да я такой безвольный и все такое. То есть зачастую, когда мы по-настоящему хотим что-то изменить, мы даже сами в себя не верим. А иногда требуем, чтобы в нас верили окружающие. Ну вот как-то это очень парадоксально. То есть, в принципе, в этой главе говорится о том, что уверенность в себе, в своих силах – это как бы такой основной компонент изменений. То есть если вы в себя поверите по-настоящему, то тогда изменения, скорее всего, произойдут так или иначе, возможно, не в том объеме, в котором вы хотели, но все-таки их шанс значительно повышается. И, кстати, в этот момент полезно вспоминать какие-то свои старые успехи, старые какие-то победы, напоминать себе, что да, у вас были поражения, но победы у вас тоже были. И у нас две последние главы. 7-я – это конформизм по поводу того, что окружение на самом деле на нас очень сильно влияет. Это всегда меня очень коробит, но на самом деле это так. Потому что мне всегда кажется, что нет, мы все такие классные индивидуальные личности. Но на самом деле, да, мы социальные, окружение на нас очень сильно влияет. То есть те нормы поведения, которые приняты в нашем окружении, скорее всего, приняты и у нас, потому что мы непроизвольно их перенимаем. Соответственно, если вы хотите каких-то изменений, но этих вещей нет в вашем окружении, то придется, к сожалению, менять окружение, искать какой-то круг людей, которые тоже хотят это изменить, либо подать пример тоже в качестве себя, тоже распространить среди своего окружения. Это тоже заразительно и так далее. То есть, в принципе, нужно все-таки отслеживать, в каком окружении вы находитесь, каких изменений вы хотите добиться, потому что мы непроизвольно копируем поведение окружения, и вы можете как бы себе значительно облегчить ваши начинания
исследование, если вы найдете подходящую компанию. Но, кстати, есть же такой эффект, когда нам говорят, что нужно найти человека, который уже достиг, чтобы вот вы на него посмотрели, вы им вдохновились, переняли какие-то привычки и так далее. Это да. Но всегда нужно искать человека, который не совсем еще на топе, прям вообще вот топ-топ-топ, а который где-то там вот посерединке. То есть, чтобы разрыв между вами был не настолько колоссальным, потому что если разрыв будет просто фантастическим, это, скорее всего, будет вас демотивировать. Например, если вы хотите стать писателем, если вы пойдете в компанию к Джоан Роулинг и кто там еще знаменитый, и вы будете среди этих писателей сидеть, скорее всего, вы передумаете становиться писателем, потому что они уже все там заслуженные, перезаслуженные, с миллионами долларов и так далее, с публикациями. Но если вы придете в какой-то местный клуб в вашем городе, где есть там начинающие авторы, кто-то уже, возможно, публиковался, где-то кто-то уже что-то пишет, и у них есть такие же проблемы, такие же сомнения и так далее, скорее всего, вас это лучше вдохновит, на вас это больше повлияет. То есть нужно искать окружение, которое чуть лучше, чем то, что вы хотите. То есть, чтобы вы вместе как бы со всем этим росли. И последняя глава говорит о том, что меняться навсегда. И основная мысль там заключается в том, что изменение – это не краткосрочная болезнь, это хроническая болезнь. То есть, если вы хотите добиться изменений, то нужно постоянно над этим всем работать. Нельзя применить какой-то один лайфхак, какую-то стратегию и прям все поменять на всю жизнь. Нет, придется все время подстраиваться, просматривать, подстилать себе соломку, что-то убирать какие-то искушения, в общем, постоянно над собой работать. Так же, как вы там, например, работали бы над хронической болезнью, то есть принимали лекарства, делали какие-то упражнения, но на протяжении всей жизни. Потому что все исследования, которые провели эти прекрасные женщины, они сводятся к тому, что да, все эти стратегии, они хороши, но как только они заканчиваются, изменения практически полностью исчезают. То есть, да, какой-то процент людей продолжает заниматься, но зачастую они так и продолжают применять те самые стратегии. То есть нужно постоянно над собой работать. И еще они заметили на фоне этих исследований, что чем раньше вы оборвете как бы все старания, тем сильнее может быть откат. Это примерно как когда вы короткое время сидели на супер жесткой диете, очень сильно похудели, но как только вы ее заканчиваете, у вас вес прибывает. То же самое с поведением. Если вы супер жестко что-то там делали, что-то как-то себя ограничивали, то потом откат будет очень-очень быстрый. Но если вы мягенько, постепенно, продуманно вносите какие-то изменения в свою жизнь и постоянно над этим всем работаете, то изменения, скорее всего, вас закрепятся. В общем, я была очень довольна после прочтения этой книги. Да, она немножечко водянистая, но, в принципе, для широкого читателя здесь очень много информации, здесь очень много пользы, очень много практических советов, поэтому я вам очень сильно советую эту книгу с большим удовольствием. Надеюсь, вся эта компания вместе с Анджелой Дакворт продолжит свои исследования. Я вам расскажу о каких-нибудь больших и интересных открытиях, которые, я думаю, они обязательно сделают в плане психологии поведения, и мы будем еще и еще улучшать свою жизнь. Все, мои хорошие, подписывайтесь, ставьте лайк. До следующих видео. Пока-пока.